Приветствую вас, друзья! Мы продолжаем наше путешествие нашего сознания в глубины познания истины. И в этом видео мы уже подойдем к практическому моменту исследования мира животного. Кто не смотрел предыдущее видео, рекомендую просмотреть все их, потому что для целостного понимания нужно понимать поступательно, как мы шли к этой точке. Кто не смотрел курс, под этим видео будет ссылка на курс изучения практики чувствознания. Рекомендую просмотреть, потому что и прочувствовать, прожить его, потому что это будет фундаментальной точкой в понимании того, о чем мы говорим. И мы переходим к исследованию мира животного. Да? Мы говорим о том, что вот наше сознание в растительном мире дошло до своего пика определенного совершенства, и оно идет дальше. И с одной стороны, обращаю ваше внимание, оно погружается, если помните, мы рисовали с вами такой график, оно погружается дальше, отделяется от Бога дальше, но в индивидуальном проявлении своего сознания оно растет. То есть это было как необходимым таким грузиком, который вел к развитию этого сознания. И если на этапе минерального мира формировалось, скажем, эфирное тело, эфирная оболочка первичная, сознание только немножко ограничивалось от непосредственной связи с Божественным. В мире растительном завершала формироваться эфирная и формировалась уже астральная оболочка, чувственная. В мире животном завершается формироваться чувственная оболочка и начинает уже у высших животных формироваться ментальная оболочка. Поэтому животные в своем проявлении уже наиболее индивидуализированы относительно минерального растительного мира, но по своему состоянию уже духовных вибраций, которые они могут проводить, они уже более ограничены. Да, можно найти определенные примеры, но их уже все реже и реже. То есть если камней проще найти, деревья тоже достаточно проще, но уже растительный мир не такой однородный, животным уже еще меньше. И мы здесь проведем пример исследования на примере высших млекопитающих, это дельфины. Также хорошо духовное состояние проводят киты, другие высшие млекопитающие. Мы будем делать это на картинке, которая появится на экране. Пока у меня своего дельфина здесь нету, поэтому на картинке я подобрал специальную картинку, и мы переходим к практике исследования через практику чувствознания. Напоминаю, мужчины левой ручкой воспринимают вибрации, женщины правой. Настроились перед практикой, провели молитву, медитацию, успокоились и приступаем. Сознанием своим направляем на картинку, задаем вопросом, что проводит это животное. Настраиваемся непосредственно на это животное и ручкой нашей воспринимаем отражение вибраций, которые оно проводит, и слушаем. Я уже исследовал до этого, а вы слушаете и кому нужно, ставит видео на паузу для того, чтобы дольше послушать. А мы переходим уже к разъяснению того, что мы исследовали. Итак, дельфин. На самом деле
Вот то, что я слышал, когда исследовал эту картинку. Действительно, проводит божественное состояние, действительно слышно эти вибрации, которые проникают по кончикам пальцев, но уже слышится вот эта вот зажатость вокруг этого сознания все больше и больше. И уже слышно, как бы зажимается, мешает проникновению этих духовных вибраций. Хотя они там присутствуют в достаточно высоком таком уровне. То есть дельфины где-то могут проводить, то есть до там 50%, там, ну плюс-минус нужно смотреть состояние божественного мира, состояние духовных вибраций. И вот смотрите, камень может проводить и дельфин. И с одной стороны, смотрите, есть такое мнение о том, что это другая глубокая тема, но мы ее немножко сейчас коснемся, о том, что вот Бог послал сюда человека для того, чтобы он там проводил духовные вибрации. Но если бы Бог хотел просто, чтобы человек проводил духовные вибрации в этом мире, он бы остановил свое творение на этапе камня, потому что камень справляется с этой задачей гораздо лучше и не имеет никакого эго. А вот мы видим, чем дальше, тем больше уже эго сковывает проявление духовных вибраций. И вот относительно вот этой шкалы, к которой мы пришли, мы видим о том, что с одной стороны и камень, и дерево, и дельфин может проводить эти духовные вибрации, но животных, чем мы дальше идем, животных меньше уже, которые могут проводить эти вибрации. Но обратите внимание, степень взаимодействия уже с дельфином дельфина с окружающим миром намного больше, намного шире. Он уже больше проявлен индивидуально, он может уже больше типа взаимодействовать. Поэтому изначально это как бы инволюция духа, то есть спуск духа в ночь, скажем так, своего закрытия, формирует индивидуальное как раз сознание, которое мы услышали на примере исследования этого дельфина. Я думаю, что мы достаточно хорошо разобрались уже в этой теме и продолжим наше погружение уже в следующих видео. Немножко забегая вперед, хочу сказать, что мы будем исследовать состояние людей позже, не просто людей, и вы будете очень приятно удивлены тем опытом, но мы к этому еще подойдем. Благодарю вас за ваше внимание. До встречи в наших следующих видео.